Охренеть со стволами, чуваки, посмотрите. Пиздец, как весело. Это водичка реально очень холодная. ¡Ay, ay, ay! Aquí crees en Dios, adentro crees en el diablo. О, да! Я дурак! Чувак на инвалидной коляске зажигает, смотрите, просто рвет! Играют на трубах, да, бьют барабаны. И не знаю, танцуют, развлекаются. На фоне недавнего скандала с сестрой президента, да, которую обвиняют во взятках, и на фоне того, что президент урезает при этом финансирование жизненно важных общественных институтов, таких как университеты, да, или больницы, госпиталя, в общем, он выпускает вето, которые запрещают должное финансирование, и при этом его sestra берет взятки. Соответственно, сейчас и сегодня конкретно такой масштаб протестов. El Estado tiene que financiar la educación pública, los hospitales, pero bueno, desde el sector de Milei dicen que había muchos ñoquis. Ñoquis quiere decir gente que va a trabajar y que cobra un sueldo por no hacer nada. Por ahí los dos tienen un poquito de razón, pero no se puede desfinanciar al sector educativo ni a la salud. Внезапно митинг превратился в какой-то концерт, и люди просто отрываются и танцуют. Ничего другого я не ожидал. Но мне очень нравится это в аргентинцах. Их жизнерадостность, да, и жизнелюбие какое-то. Такими веселыми протестами провожает меня Буэнос-Айрес. Надеюсь, это было от него своеобразное напутствие в дорогу. И меня ждет такое же веселое и энергичное приключение теперь. Как же я нервничаю, просто ужас. Я даже не знаю, почему так сильно нервничаю. Главное, наверное, чтобы не нервничать, надо не задумываться о том, какой мне предстоит длинный путь, какие меня ждут сложности. Надо как-то очистить голову, не думать об этом всем, тогда, наверное, полегчает. Мне прям, не знаю, что-то прям тяжко. У меня такого, я не знаю, когда у меня такое было. Простите меня, ребят, я решил ехать назад, потому что, ну, реально уже темнеет, идет дождь. Я все-таки думал, может, дождя будет меньше, но нет, идет дождь. Короче, не очень рационально так поздно начинать трип. Поеду либо завтра, если не будет дождя, либо послезавтра. По прогнозу завтра еще будет дождь. Новый день, и я выезжаю в путь, купил себе дождевик, потому что погода мне показала, как бы, что лучше не шутить. Поэтому сейчас выезжаю как бы с полной экипировкой, можно сказать, взял теплую куртку. Вот мотоцикл снарядил. Сейчас где-то 12, час дня, то есть выезжаю раньше. Погода, конечно, сегодня холоднее, но я утеплился, должно быть все окей. И сейчас покидаю это место, и у меня есть такое чувство какой-то ностальгии, да, какого-то покидания дома. Давно такого чувства не испытывал. Лечу по трассе, ну не лечу, но еду, скажем так, 80 км в час. И очень рад, если честно. У меня какая-то... У меня одновременно волнительно и одновременно чувствую какую-то эйфорию, что я все же
И вышел из дома, что я сел на мотоцикл и что я наконец-то вот на трассе. Я, конечно, уже давно не выходил за пределы, не выезжал за пределы города и просто еду, кайфую от того, какая здесь зеленая трава, какой свежий, просто офигительный воздух, от того, что животные, да, пасутся. В общем, в целом как-то очень классно, мне очень нравится. Еще где-то примерно 200 километров до ближайшего крупного города, до Росарио. Это один из самых опасных городов Аргентины. Я бы хотел его сегодня проехать. Вот. И как бы вот тут объездная и поехать дальше. Как бы подальше уехать от этого города. Не хочу там нигде в окрестностях оставаться. Hola. ¿Qué nos vamos? ¿Para el norte? Sí, a Bolivia. ¿De qué parte sos? De Rusia. Rusia. ¿De Rusia? Sí. ¿Pero vivía en Argentina, no? Sí, vivo acá. Выпил кофе, продолжаю свой путь. Ну, конечно, не уверен, что успею доехать. Уже стемнеет через пару часов. И у меня на пути этот город Росарио. Надо будет как-то его проехать. Не знаю, может сейчас побыстрее ехать. Я еду где-то все равно 95 километров в час. Может побыстрее поехать. Вот. Чтобы поскорее проскочить его. Esa garoza no se te ocurra agarrarla, pasar por todo Rosario y ahí te van a robar, es horrible. O agarrar la 9 o agarrar la 34, que yo no te la recomiendo, pero bueno, yo iría por... Esto es todo autopista, la 9 es todo autopista. Voy a agarrar 9, me parece que es mejor. Sí, es mucho mejor. No se te ocurra agarrar la 11 esa ni la 34. Мне только что байкер подсказал дорогу, как лучше ехать. И действительно, он мне сказал, где опасные маршруты, да, где могут ограбить, где в целом просто плохая дорога, где ночью выезжает много, ну, рано утром выезжает очень много фур, трафика. Короче, порекомендовал мне, все рассказал, вообще молодец, спасибо ему большое. И я поменял маршрут, я выбрал Рута Нуэвы, 9-я трасса, скажем так. Я свободен, я забыл, что значит страх. Блядь, как охуенно, ребята. Дорога стелется передо мной, и я еду. Да, сильный ветер напирает, но я продираюсь сквозь него. Рад, что у меня даже на глазах наворачиваются слезы. Вот цены, и мотоциклом не надо платить. Просто так нас пропускают. Вообще здорово. Ну, собственно, да. Мотоциклисты едут, страдают от ветра. Пусть будут хоть какие-то привилегии. Но не везде так. Где-то надо, конечно, платить. Проехал по краешку Росарио, один из самых опасных городов Аргентины. Как бы действовал, скажем так, превентивно, поэтому не встрял ни в какие неприятности, просто спокойно проехал. Сейчас еду дальше по трассе, уже начинает темнеть, начинает холодать, вот руки уже начинают мерзнуть. Не знаю, сколько еще проеду, потому что дорога на самом деле очень хорошая, двухполосная, вот, и можно ехать просто, ну, никаких обгонов не нужно совершать, стрёмных с фурами. В этом смысле легко едется, единственное, что встречный ветер немножко напрягает. Следующий перевалочный пункт на моем пути — это город Кордова, и до него еще ехать километров 350, я думаю, за сегодня не доеду. Поэтому попробую где-нибудь в этих городках, может, остановиться. Я сегодня испытал просто всю гамму эмоций, когда ехал: радость, страх, волнение. Но главное, что как только я вышел из дома, как только я оказался на дороге, у меня, по сути, все волнение ушло, и осталась только радость и какая-то
какая-то эйфория у меня даже была, что я наконец-то вышел из дома, потому что я это путешествие запланировал уже давно. Еще собирался поехать в него сразу после развода, но развод меня, конечно, очень сильно, если честно, разъебал, извините за выражение, и я не смог просто никуда поехать, не смог никуда отправиться. Вчера поздно ночью приехал в кемпинг, лег спать только в 2 часа ночи, потому что раскладывал свои вещи, ставил палатку, но и здесь оказался горячий душ, и я не смог устоять, и перед сном пошел помылся. Ночка выдалась очень холодная, я замерз, не выспался, и вчера проехал много, около 600 километров, где-то 550. Чао, gracias. Здесь все на ворота закрывается, поэтому было безопасно. А в путешествии безопасность — это одно из самых важных. Что-то еду и начинает клонить в сон. Все-таки плохо сегодня спал. Сильно сказывается это на моей производительности. Вчера вообще на такой энергии ехал. Сегодня, конечно, энергии мало. Решил прямо остановиться, а здесь обочин особо нет. Поэтому просто съехал. Здесь проходит рядом проселочная дорога сельская. И просто постелил свою куртку, мотокуртку. Лег спать. Полчаса подремал. Стало лучше. Пока нет машин, надо на своем эндуро просто выскочил. Вот за что мне нравится этот мотоцикл, конечно. Так это за его офигенную проходимость. Я наконец-то подъезжаю к городу Кордоба. Уже впереди виднеется горная цепь, горный хребет. Какая-то свалка, и люди копошатся в мусоре. Какой-то стрёмный район. А я здесь себе арендовал жилье. Проснулся в каком-то типа отеле, потому что это на самом деле апартаменты, которые просто люди сдают. Здесь частный дом, и это просто несколько комнат на 2-м этаже. Лег вчера в 9 спать и проспал, наверное, часов 10, может даже 11. Таким я был уставшим, да. И до сих пор как бы я бы еще отдохнул, но пора в дорогу. Заехал в маленький городок возле Салинас Грандес. Старая церквушка. И вообще еду, и просто город пустой. Растут кактусы, какие-то дома, здания. Мне даже здесь сеть не ловит. И город просто пустой, пока ни одного человека не увидел. Здесь соль. Она очень похожа на снег. И она блестит так же, как снег. Знаете, когда сильный мороз. Стоп. Здесь уже мокро. Ёпс today. Нет, я дальше не поеду, это опасно. Здесь уже мокро. Охренеть. Блять, мотоцикл тонет, ёбаный в рот. Аккуратно, Илья, аккуратно. Я чуть не завяз. О, Господи. Хорошо, что я не завяз. Знаете, когда колесо начинает проворачиваться, и мотоцикл сам себя закапывает. Мне надо отсюда как-то выехать. Нет. Охренеть. 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 Давай, Илья, ты справишься. Давай, Илья, ты справишься. О, да.
Я дурак. Вот я дурак. О, чуть проблем на ровном месте просто не создал. Просто жесть. Ужас. Сука, как поднять? Доигрался. У меня там ноутбук. Пусть не все будет хорошо. Молю Бога, молю Бога. Все хорошо. Прощай, прекрасный Солончак. Ты мне подарил просто потрясающее настроение. Я так долго сюда ехал, и пейзаж никак не менялся. Были однотипные поля вдоль дороги. Но наконец-то я добрался до горы, наконец-то я добрался до Солончака. И честно, мне прям кайфово. Я прям кайфанул сейчас здесь. Во-первых, от того, что здесь вообще нет людей. И здесь так спокойно, нет никаких машин, ни людей. Просто ветер гуляет бесконечно. И это такое спокойствие, тем более после дороги, где ты едешь, мимо проносятся машины. А предыдущие дни у меня были в дороге. Я очень рад. Сейчас я очень рад, что отправился в это путешествие. Еще утром я думал, еду, тяжело. Как я раньше путешествовал? В чем я раньше находил цель? И Илья, я не знаю, что со мной стало. Но да, 2 года без путешествий, 2 года таких травматических событий, конечно, они дали о себе знать. Но сейчас я понимаю, что не зря я отправился в это путешествие. Оно реально возвращает меня. Это потрясающе. А я очень хочу вернуть себе себя. Надо немного водой Видели? Вот это было проявление моей травмы. Вот так она проявляется частенько. Когда у меня много вещей разных в руках, я не могу сориентироваться, что с ними делать. И вот вместо того, чтобы воду наливать, я альфахор начал в чай класть. Вовремя остановился. Разбавим, а то горячий слишком. Я понимаю, что это происходит обычно и у людей простых, но это обычно происходит, когда уставший. Я вот только проснулся. Вот. Ну, я помню, как было раньше. Раньше это происходило, но супер-супер редко, сейчас чаще гораздо. Из-за ветра мотоцикл немного наклонен.
для того, чтобы я мог компенсировать ветер. То есть за счет того, что ветер сильно дует, как бы мотоцикл наклоняется, и я еду так немного боком. Не сильно, но приятного мало. Я 60 километров в час еду. Быстрее, ну, я просто боюсь, и я думаю, действительно опасно. До города Сальта осталось 455 километров, по словам Гугла. У Хималайна есть проблема такая, он не может ехать долго, очень быстро, то есть на нем нужно останавливаться раз в 100-150 километров, отдыхать, и чтобы байк тоже отдыхал. Основной маршрут идет через Сан-Мигель-де-Тукуман, или можно, не доезжая до Сан-Мигель-де-Тукуман, свернуть вот сюда и перейти на Рута Кварента. Один из самых знаменитых маршрутов здесь, в Аргентине, очень живописный. Впереди развилка. Могу поехать направо, а могу поехать налево. Есть в этой простоте какая-то правда жизни. Хотя я так говорю тоже простоте. Ну, это и не просто на самом деле. Когда у тебя в жизни ничего не предопределено, все-таки это непростое тоже состояние. Но определенно в жизни любого человека должны быть вот такие моменты, когда все можно пустить на самотек. Сжигают целые поля, то есть срубили деревья и бульдозером их в куче согнали и просто сейчас здесь сжигают. Просто, видимо, делают поле здесь вокруг, все горит. Выглядит просто невероятно и очень красиво. Сейчас мне предстоит путь через горный хребет. Очень крутые повороты. Мотоцикл приходится прям закладывать. Догоняю этот грузовик. Сейчас надо будет его обгонять. А там впереди большой вираж. Может, здесь мне удастся его обогнать по-быстрому. Очень опасно тут это делать, потому что слепые повороты. Нет, нет, нет. Дурак, 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 дурак. Дурак, запаниковал, запаниковал. Запаниковал, начал ерунду делать. У меня, извиняюсь, у меня просто тяжело с грузовиками, реально, я их очень боюсь теперь. Но иногда попадаются плохие участки дороги, вот такие, в ремонте. Совсем небольшие, возможно, тут что-то с гор сошло, поэтому осторожно. Могут быть обвалы. Да, видно по дороге, что здесь могут быть обвалы. Она узкая, какая-то разбитая. Вот отсюда, видимо, со стены все и обваливается. Получается, я поднялся наверх по серпантину, и здесь огромное озеро, окруженное горами. С другой стороны раскинулся городок. И сейчас по такой пустынной местности, получается, я поеду в Кафаяте. Это городок, до него осталось где-то километров 150, и здесь просто, ну, невероятно ветрено. Se llama el Divisadero todo el territorio. Pertenezco a la comunidad de Aguita Calchaquí, es un pueblo originario pre-inca, y nos estamos dirigiendo a la cueva del Suri, que es como para poder ver pinturas ancestrales. Lo que se puede ver aquí es el Suri, que es el ñandú, que representa un elemento que es tierra, mientras que en este caso se puede ver un círculo que es la cabeza del cóndor. Dentro del círculo se puede ver el ojo, el pico. Antes se veía nítido el cuerpo, pero ya no, pero sí el cóndor representa aire. Una semilla que está germinando, un símbolo de fertilidad. La riqueza de nuestros pueblos fueron alimentos, a pesar de que fundían oro, plata, bronce, pero metales que cuando alguien fallecía eran enterrados junto con el difunto, por eso después el español saqueaba tumbas. Какой же здесь красивый пустынный пейзаж, а вот эти горы впереди вообще какого-то медного цвета, вообще невероятный цвет у них, охренеть. Ай, ай, ай.
No. Podrías levantar la moto. Ahí. Vamos a ver. ¿Está bien? Dame un секундito. Нога в очень неудобном положении, оказалась придавлена мотоциклом, то есть я не мог ее вытащить никак. Удар пришелся на мотоботинки, они как бы отработали. Защита вот здесь такая вставка, все хорошо отработало. Но где у меня болит, так это вот здесь, потому что я именно упал и находился какое-то время в очень неудобном положении. Может, я связки потянул, может, что-то еще, но нога болит сейчас здесь в области колена, очень так неприятно ноет. Скорее всего, по ощущениям все более-менее нормально, потому что болит, но не адски. Мотопутешествие, конечно, это отчаянная штука, одиночные мотопутешествия особенно, потому что можно вот так встрять где-то очень серьезно. Если нет напарника, то некому помочь. Невероятные пейзажи просто. Я не знаю, что это за планета. Неужели это планета Земля, блин? Я просто такого, нигде не видел в мире. Нигде. Что-то похожее, может, есть в Штатах, например, но там совсем другое. Здесь совсем иначе. Здесь своя красота. Очень сильно отличается. Нельзя сравнить. И вайбово здесь как-то. Какой древний грузовик едет. Чувствуется здесь какая-то пустынность и затерянность. Как будто ты находишься в лимбе между жизнью и смертью. И здесь ничего нет. Просто пустота. Какие-то души людей ходят. Редкие, которые ты встречаешь иногда на своем пути. Какие-то отголоски заблудших людских душ, которые поселились здесь, на окраине мира, и живут, как ни в чем не бывало. Уже умерли, уже погибли, но души их так, как будто бы не нашли покоя, а все ищут этот покой. И здесь, в лимбе, пытаются его найти. А здесь ничего нет, только ветер гуляет, тишина. И им кажется, будто бы это и есть покой. А здесь с гор сыпятся мелкие камушки. Иногда на дороге появляется такая сыпучка на поворотах. И нужно быть очень осторожным, потому что на такой сыпучке ты поворачиваешь, тебя спокойно может занести. И просто проскользишь, улетишь куда-нибудь в сторону. А если будет встречка, то вообще пиши пропало. Это место на гугле красноречиво называется Гарганта дель Диабло, что в переводе на русский значит глотка дьявола. Не знаю, почему его так назвали, но в общем это ущелье. Видимо, оно реально похоже на глотку, потому что здесь стена, здесь стена, и впереди что-то вроде горла, да, поэтому, наверное, глотка дьявола. В целом, говорящее название, отражающее суть этого места. Здесь вдоль основной трассы идет вот такая дорога старая, и видно отлично, что здесь происходит вообще с дорогами. То есть с гор спускаются реки, видимо, когда идет дождь, обвалы, и дорогу просто вот так вот размывает, сносит. Если вам нравится мой контент, то у меня просто потрясающая новость, потому что наконец-то у меня появился мерч. Собственно, вот эта футболка, это и есть мерч. Как видно, здесь товарняк изображен. Здесь не видно, наверное, но на нем едет путешественник, едет вдаль, в закат. Так что, если вы хотели давно
какой-то мерч, который ассоциировался бы с товарниками. Вот, наконец-то он появился, поэтому заказывайте, покупайте. Он состоит на 92% из хлопка, 8% лайкры, чтобы тянулся. И вот в таких цветах представлен вот такой пепельный цвет, и есть еще цвет молочный. Это не просто мерч, да, но и также способ поддержать канал, особенно в такие непростые времена, как сейчас на YouTube. Ссылки все есть в описании и в закрепленном комментарии. Вот иду, сегодня принимаю. Это класс. Освежает. Ого. Джено, por favor. Super difícil. 95. Super. Super. Sí. Еду, начинаю зевать. Это первый признак того, что набираю высоту. Кислорода меньше содержится в воздухе. Ехал по таким пустынным совершенно горам. Здесь небольшая деревенька, здесь высота 4000 метров. И просто вот такая вот колоритная церквушка. Здесь очень сильный ветер. Хорошо, что сегодня тепло, иначе он бы просто до костей бы продувал. Но я думаю, сейчас солнце сядет, и он будет до костей продувать. Вот такой здесь колокол огромный висит. Звонить не буду. Из-за ветра тут много песка. Этот песок летит и просто в глаза задувает. Очень-очень много песка, так что он аж начинает скрипеть на зубах. Здесь живут местные. Буэнос. Вон бабушка какая-то вышла. Здесь сложно ехать, потому что руль начинает вести из-за того, что песок плюс камни, все смешалось. Плюс сильный ветер. Прям боюсь потерять контроль. Вдоль дороги вот это белое, все это метет песок. И ветер очень сильный и порывистый. Поэтому я стараюсь ехать не сильно быстро. Просто кресты и из камней и глины сделаны такие могилки. Кладбище шахты Конкордия. То есть это кладбище шахты. Здесь вообще нет городков никаких рядом. Ну как, в 30 километрах есть городок. Вот, но здесь вокруг нету. Здесь вокруг все, что есть, это шахты. Посмотрите просто, какой здесь высокий мост. Это железнодорожный мост через этот каньон. И здесь очень редко проезжают грузовые поезда, очень-очень редко. И они очень короткие. Но есть пассажирский поезд, он называется El Tren de las Nubes, туристический. И вот он проезжает по этому мосту. Но вот это наследие, по сути, аргентинских железных дорог, некогда величественных. Вот такой вот огромный мост железнодорожный через каньон. Вот, например, моя рука, а вот эта опора. Просто огромная. Какие-то песчаные бури повсюду, сильный ветер. И вот смотрю, вокруг здесь песчаные бури прямо такие. Надо как-то аккуратнее, хотя я не знаю, как аккуратней. Меня накрыло горной болезнью. Высота здесь почти 3500. И я решил на день остаться в этом приграничном городке. Вот здесь забор. С той стороны уже Боливия. Тут река, здесь мост. И там начинается Боливия. Здесь еще Аргентина. И здесь есть тоже нелегально транспортируют товары, то есть не по официальному мосту, да, а вот по этой реке. Здесь люди нелегально переправляются из Аргентины в Боливию или из Боливии в Аргентину. В обе стороны работает. И также всякие товары возят туда-сюда. То есть я сейчас видел, вот везли очень много ящиков с газировкой со стороны Боливии в Аргентину. Вот здесь у чуваков такие тележки,
Там даже сиденья сделаны, люди садятся на эти тележки, и чувак их перевозит вот через этот ручей. На самом деле здесь можно вот так просто пройти. Я даже здесь могу в своих мотоботинках пройти. En el centro comercial hay un lavado de plata. Un lavado de plata a las 3, 4 de la mañana, descargando los camiones, todo en negro. Y eso nadie lo controla. Desgraciadamente, en la Quiaca ni en el país, en la Argentina, acá no tenemos un gobierno que controle las fronteras. Люди переходят границу, и здесь уже стоит их, ждет такси, то есть они заранее вызывают. То же самое с другой стороны, то есть здесь уже налажен сервис, таксисты знают, куда подъезжать, где забирать людей. Просто вызываешь такси, переходишь границу, вызываешь другое такси, едешь там дальше, куда тебе надо. Я думаю, что здесь проходит очень много нелегального трафика. Ну, собственно, вот сеньор мне рассказал это. Gracias. Вот она. Hola. Voy a Bolivia. La placa de la moto y pasaporte. Пока выезд из Аргентины проходит легко, потому что у меня все документы аргентинские, мотоцикл аргентинский, есть местные документы. Сейчас посмотрим, как будет со стороны Боливии. Es blanco y azul. Прошел границу очень быстро, зарегал мотик, сам зарегистрировался. Ну что, вот это въезд официальный в Боливию. Что мне осталось? Мне осталось, наверное, купить симку, и все. С аргентинской стороны более пустынно. Здесь все-таки как-то больше движухи, больше трафика, люди что-то делают, чем-то занимаются, ходят. Ну и здесь, конечно же, дешевле. Гораздо дешевле. Здесь тоже 2 курса. Раньше в Аргентине было 2 курса, сейчас в Аргентине более-менее 1 курс, если так можно сказать. Но здесь в Боливии 2 курса, и разница с черным курсом в 2 раза. То есть по официальному курсу невыгодно менять в 2 раза.